Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 августа. Что прояснится, чего ждать, давайте мы с вами узнаем. Середина месяца может быть связана как раз с тем, что если в начале еще августа до 10 числа ретро-меркурий, это и задержки, это и телефон молчит, это и сбой в каких-то договоренностях, невозможность встречи какие-либо провести, может быть сбой и в электронных системах, в том числе и взаиморасчета электронных денежных, я имею в виду системах, ну и в других любых тоже может быть. Так вот, к середине месяца вот эта пауза, она постепенно отходит на второй план, завершается, жизнь набирает темп или возвращается постепенно, не быстро, к какому-то своему нормальному ритму. А в конце, на последнюю декаду, до конца месяца, мои дорогие, там и вовсе, ну так, забегая немного вперед, нужно быть готовым к тому, что как ускоряться будут некоторые процессы. Вот такой многоликий август нам предстоит. Поэтому давайте узнаем, чего же ждать в конце концов и что прояснится. Может быть, какой-то вопрос, который вызывал в вашей жизни, в душе какую-то путаницу. Итак, что прояснится? Первая карта. Что уйдет? Мы достанем такую карту. Может быть, как уйдет путаница, но я могу предположить, за вторую декаду вы можете что-то осуществить или определиться, может быть, с чем-то, или завершить даже подписание важных документов, или, ну, решить одним словом какой-то вопрос. И что придет взамен? И дальше мы не задаем вопросов, мы просто достанем как 3 знака судьбы. Потоковая информация. Вот к чему вас готовят, может быть, высшие силы, или что вам хотят сказать. Первый знак судьбы, второй знак судьбы и третий знак судьбы. И, соответственно, достанем карту совет, не без этого узнаем, к чему же это все идет или как нам действовать. А вот смотрите, старший аркан. И тут тысяча, может быть, каких-то неожиданных моментов. Безусловно, это карта скорости. Может быть, с первых дней, буквально второй декады, может быть, с 11, хотя до 10 это вот все то, что я говорила до карт. Какие-то паузы, телефон молчит, какие-то задержки или пространные обещания. Ну, вы, с одной стороны, сами можете положить конец какому-то пустому ожиданию, но все-таки по аркану колесница, тут вы либо информацию какую-то получаете, и она совпадает с вашими желаниями. Вы можете внезапно отправиться в какую-то поездку, совершить какой-то маршрут. В принципе, август месяц – это еще месяц отдыха. Для кого-то эта поездка просто, знаете, как уйти в отрыв, хочется сказать. Но я в хорошем как раз смысле. Почему? Потому что, если, знаете, предыдущий период, он был, ну вот как мы мохом каким-то заросли, и понимаем, что мне нужно вот словно выскочить за рамки этого круга, в котором я нахожусь. Это может быть спонтанная поездка на отдых на пару-тройку дней, если вы очень заняты. Но это другая местность, другие люди. Вы можете ощущать, что или я сейчас себя на что-то кардинально другое переключаю, либо я где-то, ну, буквально уже у меня последние какие-то силы на исходе. Вот и такое может быть ваше как бы решение, такой спонтанный маршрут, я это тоже могу допустить. И ведь по аркану колесница, если что-то подобное вы решили, нам говорят, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Хотя я также допускаю, что прояснится. Может быть, это и вы прежде куда-то собирались, в одно место, а тут вы переиграете, поедете совсем в другое. И такое тоже может быть. Сама по себе карта несет неожиданности. Но эти неожиданности мы встречаем с радостью, потому что в конечном итоге нас это ведет к успеху. Ведь это карта успеха. Не теперь, нет. Это старший аркан. И это не на декаду, и даже иногда не на месяц. Это какая-то более длительная траектория. Но если прежде была пауза, то жизнь действительно набирает темп. Что уйдет? Какой-то у вас судьбоносный период, смотрите, страшный суд. Суд совсем не страшный. Это мы, вот как на этой карте, я надеюсь, видно хорошо, девушка как будто находилась где-то, ну, словно на дне, и вот она всплывает. Это мы с каких-то минусов выходим, или когда у нас есть возможность этот самый набрать темп, или есть возможность, она основана
возможность, в первую очередь, когда мы верим в себя, в собственные силы, когда есть и внутренняя сила желаний, и она не просто граничит, знаете, вот как по примеру, было бы неплохо, вот тут без «бы», тут точно мы знаем, что нет, может быть и промедление, если я еще и дальше что-то прожду, ничего я тут не дождусь. Вот такое может быть, но тут еще и, как, знаете, пространство, Вселенная вам помогает с чем-то определиться или сделать этот первый шаг. Эта карта как возрождение. Избавление от боли, избавление от страданий. Но два старших аркана говорят, что и внешние какие-то события, они вас будут подталкивать к некоторым решениям. Будьте, мои дорогие, внимательны. И по этой карте мы, как и, кстати, аркан Колесница, не оглядывайся назад, а здесь оставь прошлое в прошлом. Вот так. Что же придет взамен? Ну, вот еще какая-то неразбериха будет. Тут не получается так, что мы как раз перемахнули какой-то барьер и уже в понятном месте. Или для нас что-то более очевидно. Все же по пятерке жезлов здесь и люди могут быть ненадежны, здесь может быть избивчивая информация. И мы говорили, постепенно эта жизнь набирает свой темп. Но, наверное, по части информации все-таки за информацию у нас отвечает Меркурий или, будем говорить, близнецы. И у нас сейчас Уран в близнецах. И поверьте, Уран, он вообще ломает какие-то шаблоны. Он меняет даже наше мышление. И поэтому здесь, прежде чем вы определитесь, какая-то путаница, она все-таки будет продолжаться. И к этому нужно быть готовому. И тут нужно не прошляпить, как и людей, которые много обещают, но ничего не делают. Или, может быть, те люди, которые много обещают, но никто не хочет вас ввести так вот, ну, знаете, как хитрыпланами в какое-то заблуждение. Нет, вы можете сталкиваться с людьми, которые сами не знают, куда идут, которые сами не знают, чего хотят. И поэтому они тоже, они легки, с одной стороны, на подъем, но на них не положиться, ни ответственности не потребовать. И поэтому надейся сам на себя. Вот нам говорят об этом. Давайте я достану дополнительные карты. Как минимум, что придет? Информационный хаос какой-то придет, и вам с этой какой-то путаницей придется разбираться. Ну, как будто так. Что это означает карта Колесница? Еще один старший аркан. История любви. В этой колоде аркан влюбленные именно вопросы личной жизни. И поскольку два старших аркана, понятно, у каждого своя история любви, своя история взаимоотношений. Может быть, это и выход из одиночества. И значит, какие-то события в вашей жизни, они вас подталкивают как раз и выйти из этого сольного варианта. Для тех, кто в паре, для тех, кто долгое время какая-то неопределенность была во взаимоотношениях, здесь есть возможность прояснить. И все же влюбленная – это карта диалоговая, она говорит, сепарация только иллюзия. Скорее всего, с кем-то договариваться вам придется. Пусть это на какой-то определенный этап жизни, я такое допускаю. Но, видимо, это сделать пока необходимо. Но и быть реалистом, мои дорогие. И вполне вероятно, кто-то из вас, ну, себе поставит некоторые рамки, как будто, ну да, вот в этом контексте или вот в этих рамках я с конкретным человеком готов или готова договориться. Или готов или готова взять какие-то, ну, может быть, и обязательства, но не те обязательства, которые мы подписываем. Ну, а когда, может быть, это даже устно звучит, или продолжать какую-то историю. Но, тем не менее, старшие арканы, и он что-то завершается. Ну, так вот, то, что должно завершиться, оно все равно завершится. И к этому нужно быть отчасти готовы. Даже если вы на какой-то период готовы что-то продолжать. Все меняется в вашей жизни, посмотрите. И вот этот выбор, он, если даже теперь у вас, ну, как-то так неоднозначно выглядит, то потом шаг за шагом все равно вы что-то проясните. Но мы смотрим на короткий этап с 10 по 20 августа. Не всегда за обозначенный срок у нас решаются все вопросы, поэтому что-то будет, я вижу, продолжено. Но ваше намерение цели, именно то, что вы хотите, это в центре внимания. Так что же уйдет по 20-му аркаду? Вы знаете, какие-то вопросы работы вам неизбежно придется либо пересматривать, либо деньги. Может быть, это, как я говорила, сбои в электронных системах.
взаиморасчетов или какая-то денежная тема, она все равно присутствует. Может быть, и как дополнительный доход вам необходимо рассмотреть. Или что-то вы тут учиться, может быть, чему-то пойдете. Но ведь восьмерка пентаклей – одна из лучших карт колоде на деньги на работу. Поэтому перспективы есть. Но их, понятно, нужно увидеть. И если мы говорим, что уйдет, а рутина, по сути дела, по этой карте тоже проходит. Вот какая-то рутина, или когда мы отходим от прежнего шаблона заработка денег, может быть и траты денег. Я такое тоже допускаю. Тем не менее, будьте внимательны к вопросам финансов, мои дорогие. Хоть и карты очень положительные, но те вопросы, которые мы им задавали, в каких позициях они выпали, акцентируют ваше внимание на работе и на финансах. Что-то вам нельзя упустить, потому что много карт перемен. Как и выбора, так и перемены нам говорят. Два старших аркана, вот страшный суд и колесница, жизнь, мчится буквально вперед. И может быть вот эта путаница, кстати, в позиции, что придет. И пока сложно сделать выбор, так вот что же там придет, чего это касается. Ну, восьмерка пентаклей, как рутина, уходит, а приходит возможности творчества, признания, заслуженного, кстати, признания ваших талантов, заслуг. А среди вас очень много людей именно творческих. И тут ведь правда, эта популярность приходит. Это когда уходит рутина и приходят совершенно другие возможности, какой-то прорыв, может быть. И это финансы. Пусть девятка чаш. Мы говорим, чаша – это эмоции. Но все же тут эти эмоции, которые приходят. У нас девушка парит, и тут и чаши парят. А сундучок с сокровищами, он все-таки стоит как будто на земле. Имеет такую материальную основу. То есть вот это парение обусловлено благополучием материальным, мои дорогие. Поэтому, если приходят разные эмоции, то это как возможность на будущее уже построить совершенно новую концепцию либо заработков, либо свою финансовую стратегию. Все то, о чем я говорила, у вас какой-то прогресс намечается, но его еще нужно увидеть, понимать, кого вы возьмете, может быть, в партнеры, что вы будете делать, чем заниматься, с кем договариваться, или фильтровать вот эту информацию, которая будет такая хаотичная, противоречивая. Но когда мы знаем, к чему мы идем, когда мы знаем, чего мы хотим, тогда тут хоть тысячи каких-то неопределенностей, хоть камни с неба, хоть люди, которые меняют на ходу, как мы говорим, да, переобуваются. И ладно, самое главное, мы хотим чего-то конкретного достичь. И значит, пусть даже на короткий этап мы готовы провзаимодействовать с разного рода людьми. Ну, знаете, тут ваш интеллект и рациональное такое холодное мышление вас приводят вот к этому изобилию, процветанию. Ни разу не про эмоции, иначе эмоции могут создать вам тоже какую-то путаницу. Будьте внимательны, у вас время возможностей. И, кстати, астрологически ведь это тоже так. Перейдите на мой сайт, прочитайте, мои дорогие, гороскоп, именно астрологически планетарные. Я оставлю ссылку в описании под видео на август месяц. Для вас, мои дорогие весы, до конца 2025 года это волшебное время. Вот смотрите, все-таки как в анекдоте похоже. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Две карты перемещения. Пусть это не у каждого. Или куда-то недалеко вы поедете, я уже говорила об этом. Может быть, в каком-то нужном месте необходимо оказаться, чтобы что-то прояснить. Или словно для себя стратегию на будущее какой-то построить. И ведь это рациональная карта, и это карта мужества. Наверное, это искусство первого шага. Если мы решимся на первый шаг, мы сделаем и последующее. Мы уже назад как будто не вернемся. И для вас это наиболее предпочтительно, потому что 20-й старший аркан нам уже сказал, не оглядывайся как и назад, так и не смотри в прошлое, закрывай как будто в прошлое дверь. Оно само пытается от тебя оттолкнуться. И здесь, как знаете, мало того, что и вы пытаетесь оттолкнуться от этого прошлого, так еще и какие-то обстоятельства складываются так, они вас вынуждают смотреть как минимум на пару шагов вперед, быть реалистом. И для кого-то из вас, как знак судьбы, новый вид работы, новый вид деятельности, новый вид творчества. Может быть и обучение языкам, новая какая-то обстановка или поездка.
И, может быть, у кого-то кто-то язык учит иностранный, а кто-то язык программирования, потому что вот работа из любой точки мира. Все-таки по шестерке мечей проходит очень многогранная карта. Помимо того, что это карта заслуженного успеха, который, опять же, придет чуть позже, мы об этом с вами говорили. Но при нашей должной внимательности и настойчивости у нас получится что-то осуществить. И нам ведь говорят, что к некоторым событиям нужно относиться мудро. Вороны как будто несут вот эту лодочку, на которой плывет девушка. А вороны – это символ мудрости, мои дорогие. Поэтому мы можем столкнуться еще с разным поведением людей, мы об этом говорили, или с какой-то путаницей, неразберихой. И вот тут это не принимать все эмоционально или принимать личностно на свой план, потому что есть какая-то ваша загаданная траектория. Так и хочется сказать, если вы поставите цель, то вам ничто не помешает. И все то, что вам какие-то препоны, преграды, мои дорогие весы, встретятся на вашем пути, вы будете просто оценивать как мелкую помеху. Но я иду вперед. И что бы вы тут ни задумали, опять же, и может быть это какая-то дистанция на длительный период времени. Вот именно что-то такое, что для вас будет длительным прогрессом. И тогда вот этот первый шаг определенно нужно делать с 10 по 20, не оставить что-то на потом. Такой знак судьбы, емкий очень. Второй знак судьбы. Тут и вопросы личной жизни, или я бы сказала, вас что-то будет радовать. А еще, когда вы с чем-то определитесь, больше порядка в собственной душе, больше радости. Хотя я могу также предположить, что это приятные эмоции, туз чаш, это что-то новое. Может быть, для кого-то и по части личной жизни. Объяснение в любви, почему нет, у вас тем более выпал аркан влюбленная. Но есть у каждого, видимо, какая-то своя зацепка или своя какая-то история, которая вас радует. Это точно. Есть что-то приятное, доброе, светлое, радостное для вашего сердца, для вашей души, что вас и окрыляет, и как горизонты новые открывает. Вот это точно, по тузу чаш. Вот это как знак судьбы. Смотрите, какой у вас волшебный расклад. Иерофант. Вот эта ступенчатость, да, нам еще предстоит пройти. Я уже об этом говорила. Это не так, прямо так, с места в карьеры сразу в дамки. Нет, шаг за шагом. Мы словно на одну ступень поднимемся. Потом мы осмотримся. Проверим, все ли у нас в порядке, а потом только мы сделаем переход на следующую ступень. Но вот так вот мы должны настроиться на какую-то длительную траекторию. Опять же, я уже об этом сказала, но сама по себе карта Иерофант – это знак судьбы. Это может быть как важные согласования, это важные поездки, это важное подписание документов, это получение каких-то бумаг, разрешений, заключение контрактов или для самих себя выбор жизненного пути. Ведь Иерофант, у него все ключи в руках. И ваша дипломатия, но это не та дипломатия, когда вы соглашаетесь с чьей-то позицией, а у вас душа категорически против. Нет, вы эту дипломатию должны использовать таким образом, когда вам от начала до конца хорошо. Если хотите, это ваша основная задача до конца 2025 года. Вы люди очень гармоничные, и поэтому вам хочется часто вокруг себя вот эту гармонию, порядок, красоту, буквально красоту создать. Но это не должно быть вами единственными, точнее, вашими руками. Это должны быть какие-то единомышленники. Или когда вы не можете человека, допустим, склонить к своему решению. Ну вот в данном случае какая-то дипломатия. Рамки ваши, они тоже должны быть очерчены. Но и если мы это все делаем в дипломатическом контексте, тогда у нас нет ненужных шероховатостей, трений или какой-то обособленности, а значит, меньше преград, меньше каких-то заминок, пауз или каких-то занос буквально, которые нам могут мешать, понимаете? Вот в этом контексте для себя любимого или любимой переложить вашу дипломатию. Это то, как основная задача, чему следует научиться до конца 2025 года, потому что вам путь наверх. Карта совет. Все то, что я сказала.
Вот обратите внимание, эта карта в этой именно колоде семерка жезлов, я часто говорю по ней, что семерка жезлов – это чьи-то интересы, это чье-то воздействие на вас, чья-то активность, а вам туда не надо. Ну, может быть, куда-то и нужно, да, будем говорить, но это нельзя принимать на эмоциях. Это нужно обдумать рационально, соглашаться или нет. Или соглашаться на короткий отрезок времени и при этом все контролировать. Поэтому, мои дорогие, 7 жезлов пытаются нашу девушку достать, а она сохраняет дзен. Сохраняйте. Может быть, вам и придется отойти полшага назад. Я говорю всегда по этой карте ситуация запасного аэродрома. Мы должны иметь этот маневр, отойти в тень или выйти из какой-то запутанной истории. Поэтому будет важно все-таки не дать кому-то обещания или самому, пусть это даже не граничит с обещаниями, которые вы произносите, подписываете. Вот к этому всему будьте все-таки осторожны. Но и когда вы себя на что-то ориентируете и думаете, ну вот все, теперь будет так. А нам говорят, да перемены, ты сейчас прямо в эпицентре этих перемен. И это будет продолжаться до конца 2025 года. Тут нет какой-то стабильности, мои дорогие. Вы в нестабильности создаете сами новое качество жизни. И поэтому себя сохранить задача номер один. Ведь это карта совет. Может быть, вам и придется совершать некоторые маневры, одевать на себя некоторые маски, чтобы иметь вот это пространство, отступить полшага назад, прежде чем вы с чем-то определитесь, найдете недостоверную информацию или разберетесь в какой-то путанице. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь. Я всегда с удовольствием читаю ваши комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.